Вот и подъехал обзор номера в отеле. Напоминаю, за 823 рубля в сутки он мне обошелся. У него здесь, собственно, что имеется. 3 режима подсветочки. Телевизор с ютубом. Кровать. Здесь еще лежали 2 полотенца белых. Столик, 2 кружки. 1 вешалочка. Кондиционер. Вот тут как раз одно из полотенец. Туалетная бумага. Мусорное ведро здесь, мусорное ведро в комнате. Душ. Горячей воды нет, но вода теплая. Я мылся ночью, сразу как только приехал в 4 утра. Вот. Было очень даже комфортно. Вот. Люди, которые любят придираться, там заметят то тут, то там всякие следы, да, допустим, на зеркале. Ну, отпечатки, да, там пальчиков, скажем. Вот. Еще здесь есть вот такие вот Бонжур, ёпта. небольшие муравьи, термиты, не знаю как сказать. С заднего окна у нас на крыше солнечные панели такой а-ля трущобный. Что я, значит, положил в ручную кладь. Практически все на этом столе это ручная кладь как раз. Компьютерная мышь, коврик, ноутбук с подставкой. Обычная подставка металлическая с отверстиями. Раньше на них были кулеры, вот, но они сломались. Зарядное устройство для ноутбука, дополнительный шнур 1 метр с USB-A на USB-C, USB флешка и SSD, изюм в дорогу и чай китайский. Друг мне в дорогу дал. Тут как раз с чаем, говорят, беда. Вот и посмотрим, беда или не беда, когда дойдем уже до супермаркета. Микрофон. К ноутбуку можно подключать. Вот водонепроницаемый чехол для камеры, на которой я, собственно, и снимаю. Кошелек это в кармане лежало. Симку это позже. Очки. Контактные линзы на 1 месяц. Левый и правый глаз. Пауэрбанк на 20 тысяч. Конфетка, кружка и аптечка. Она не полная, потому что у меня забрали йод и забрали перекись водорода в Шанхае на досмотре. Вот. Что-то им не понравилось, потому что это жидкости, а жидкости они, видимо, не любят. Я сделал все, что мог. Все это здесь достать можно. Это несложно. Зарядное устройство. Зарядное устройство для часов. Это для машинки, именно для стрижки. Собственно, все. Ручная кладь у нас весила 7 килограмм и 400 грамм. При разрешенной 8 килограмм. Но вес ручной клади никто не взвешивал. Так же, как и габариты не смотрели. Вообще это выглядит очень объемно, если так посмотреть. Это очень большая сумка. Вот. Вот как раз я ее убрал для ноутбука 17 диагональю. Сюда это все дело все уместилось. Она сама весит, не знаю, может быть до килограмма. Может быть грамм 800. Объемная. Вот. Ее можно и как рюкзак носить, и вот так носить. И через плечо есть такая функция. Саму лямку я выложил дома. Я решил, что мне она не нужна. Переходим к багажу. Сейчас я разложу, покажу, что я с собой взял. Вышло довольно много, так как, напомню, у меня чемодан на 95 литров. Что же было в багаже?
переходим к уже багажу, который мы сдавали. Итак, у нас есть 3 вида сумок. Одна маленькая для телефона на руку, на предплечье. Сумка кобура через шею. Маленькая, тонкая. И сумка с кодовым замком. Это очень важно, потому что надел ее, и никто к тебе сзади не подберется, не отстегнет ее. В общем, самый безопасный вариант. Раздел уход и косметология. Еще 4 упаковки линз. Это у нас на 2 месяца. Там у меня открытая на 1 месяц еще. Туалетная бумага своя. Ватные диски и палочки ватные. Это у нас крем от загара SPF 100 такой же. 3 одноразовых бритвенных станка. Зубная щетка, паста, крем от комаров, антиперспирант. Категория микс. Здесь у нас мое полотенце, электрическая плитка для готовки, 2 контейнера с едой, 1 круглый, 1 квадратный, небольшого размера, чечевица, гречка, чтобы разнообразить культуру Филиппин, вместо риса, мультитул. Здесь у нас есть вилка, ложка. Они разделяются у нас. Нож. Это у нас, напоминаю, как раз в багаже было. Пропустили, значит, все хорошо. Окрылашка. Маленькая чайная ложечка. Штопор. И вот такой инструмент. Не знаю, на что похоже. На шпатель на какой-то. Но мне один раз она даже пригодилась где-то дома. Было интересно. А также машинка для стрижки с насадкой. Philips это у нас. И сетевой фильтр с разъемами под USB. На 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 устройств. Плитка такая история. Я спрашивал, могу ли я готовить в общей зоне внизу. Вот. Мне сказали, что нет, типа кушайте, пожалуйста, outside, типа за территорией отеля. Вот. Но что я хочу сказать. Датчики дыма, он прямо над кроватью. Раз. Второй датчик дыма здесь. Вот. А вот здесь ничего нет, собственно. Здесь есть окошко, которое вполне себе открывается. Вполне себе открывается. И может спокойно забирать, поглощать, например, дым при варке. То есть мы перемещаем столик сюда. Можно даже вот сюда. Покупаем еще кастрюлю, надо будет докупить. И можно уже, например, варить яйца или что-нибудь еще. Вплоть до супа. То есть можно взять и приготовить суп. По обуви все скромно. Здесь у нас коралловые тапки плотной подошвой, через которую может спокойно насквозь проходить вода. Такие я взял на пробу, для меня это новинка. Вот это Vibram Five Fingers, специальные под анатомию стопы, тоненькие, легкие. Я очень люблю легкую обувь. Вот, и они специально как раз сделаны под походный вариант, как считается, штангетки, но в них можно заниматься бегом, ходить на улице. И, собственно, в чем я приехал. Мои колоши и кроссовки. Ну и еще, собственно, я стою в тапочках для душа. Рубрика вещи. 2 кепки. 3-я кепка черная. Показывал уже. Одни брюки серо-белого цвета. 2 пары шорт, черные и белые. Футболки
Раз, два, три, четыре. Одно поло, 5. 6 пар трусов, 6 пар носков. Пижама. И 2 легкие олимпийки. Также на мне сейчас комплект из футболки и штанов спортивных. Дошел первый раз до супермаркета. Сейчас заметил такую прикольную особенность, что вот напиток. Здесь нет пыли. Он стоит на уровне, ну вот, на уровне, так сказать, пояса. Чем выше он находится, чем выше находятся напитки, тем больше здесь пыли. Люди или не дотягиваются, или я даже не знаю что. Пыли как рахат лукум. Манго, сахар, масло, пандан экстракт. Как понимаю, самые популярные модели, они в самом низу. Red Horse, Сан Мигель, Хайникен импортная. Ну, мы попробуем такое. С личи и цитрус микс. Вот Nestlé. Nestlé видел, очень часто берут. И я что-то слышал про Аляску, но там было вроде сливочное масло. Также сейчас найдем, выберем мыло, потому что в номере у меня только одноразка. И шампунь, так как я свой не брал. Они еще все так вот так вот слитно расположены. Это очень легко убирать и мало места занимает, да? Тут можно столько мемов наклепать. Fabric кондиционер. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик. Порошка я тут не вижу. Ну, цены на шампуни плюс-минус такие же, как у нас. То есть я присмотрел себе такой. Если брать один, стоит 130, если два 200. Объем такой маленький, но посмотрим, как пойдет. Если хорошо пенится. Есть также на верхней полке Head and Shoulders. Цены там уже, конечно, большие. По 300, по 500. Это за наши деньги как раз уже шампунь где-то за 450 рублей. Касаемо вопроса порошка, нашел я себе порошок. Но, наверное, как я говорил, пока его брать не буду. Мой любимый Tide. Итак, это акция Tide или кипячение. Кипячение или мгновенная смерть. Какие классные мемы раньше были про Tide или кипячение. Есть маленькие пакетики. Наверное, на 1-2 стирки, да? Тут даже есть выбор посуды. Какой-никакой. Вот думаю, наверное, взять такую кастрюльку. 400 песо стоит. Сковородку, наверное, брать на первое время не буду. Еще есть выбор. Тазик для стирки. Потому что там у меня, конечно, есть ведро. Всего 90 песо стоит. Но оно большое, объемное. Наверное, я его в следующий раз возьму. Одежда пока есть. Но по поводу масла точно не обманули. Соевое, кокосовое.
Кукурузные. Оливковая. Импорт из Брунея. Это испанская. Хорошо под салаты будет. Салаты хорошо, удобно готовить. Я тут, кстати, недавно видел помидоры. Я когда проходил в ТЦ, были отличные помидоры. Я прям видел такие красные-красные. И это даже был не рынок. Хотя, когда я ходил к торговому центру, я видел вроде как и подобие рынка. Ладно, возьмем такое оливковое. Посмотрим, как себя покажет. 265 песо, но хватит надолго. Сначала я подумал, что филиппинцы большие поклонники чеснока, потому что здесь есть сушеный чеснок, чеснок-соль, чипсы в виде чеснока. Просто единственный формат, который можно взять, это вот такая соль. Остальное оно вот в таком виде. Мне не подходит, потому что оно рассыпется просто-напросто в багаже. Потом, если что, можно будет просто обычную соль купить и сюда пересыпать. Первый раз вижу такие огромные банки консервированного тунца. Прикиньте. Килограмм 700 грамм. Просто жесть. 600 песо, ну где-то рублей 800, наверное. А так цена на тунец 58, я взял за 88,75 и за 76. И прям очень много вот hot and spicy, чили. Я даже хрен знает, что брать. Интересно такие. 52. Ну, такие крекеры, как у нас, подушечки. С молоком заточить. Они стоят. Вот Toysha Pillows, Крекерс, 10 песо. То есть, если два взять, уже можно с молочком заточить. Что же в итоге было куплено? Давайте посмотрим. Я уже на полочку все разместил, в принципе. Вот, было куплено два таких шампуня. К шампуню, соответственно, было мыло. Одно мыло, второй шампунь. Такие а-ля крекеры. Здесь написано, что это крекеры, но по факту это как наши шоколадные подушечки. Вот, с молоком хорошо заходит. Овсяное печенье. Это микс соли и чеснока. Пахнет очень приятно. Я думаю, для салата будет вообще бомба. Тунец. Консервированный. Что-то очень похоже на рахат лукум. Но не знаю. Надо будет это дело пробовать. Масло оливковое. Производство Испания. Здесь вот все вот это остальное, это производство уже филиппинское. Это у нас сок в банке. Сок в банке. У нас бы такое не прокатило бы, наверное. Это пиво. Также была куплена кастрюля.
небольшого литража. Не знаю, такой легкий тонкий металл, больше, наверное, на алюминий похож. Вот, посмотрим, как он себя покажет. Соответственно, готовить я буду уже в скором времени. На готовку у меня есть каша быстрого приготовления. Она уже с фруктами. Написано, что готовить 2 минуты. Вот овсяные хлопья. Здесь у нас одно молоко я уже выпил. Такое же зеленое было. Розовое это у нас нежирное. Здесь у нас молоко производства Новая Зеландия. И вино фруктовое. Гибискус, грейпфрут и лайм. Производство Австралия.